тоже дикий ужас. Как... Ну, Excel переизобрели. Они все заносят там по 100, по 10 долларов, а мы смеялись. Надо идти к SEOшнику. То, ну, код будет, но наговариваешь техническое задание. Алиса, мне нужна программа, там, которая будет заказывать пиццу, платить налоги и зарабатывать за меня деньги. Всем привет! Сегодня с нами Миша Ларченко. Миша, привет! Привет всем! Сегодня я у вас. Я позвал Мишу, мы решили обсудить одну интересную тему, которая мне кажется дико интересная. О том, что будет с IT не только через год-два, а что будет через 30 лет. Слушай, ну мы живем, или, по крайней мере, ты до сих пор живешь в стране, где это нормально, там, правда, пятилетками планируют, но там сразу на 3 пятилетки вперед, знаешь, такое. Этот выпуск про будущее, вот как назад в будущее, только вперед в будущее. У меня к тебе вопрос. Как ты видишь IT через 2 года? Потому что 20 лет назад, еще 20 лет назад, и, кстати, у моих родителей, у их друзей все еще есть какое-то такое ощущение, что айтишники это все-таки какие-то гики. Сейчас все равно многие считают, что IT это что-то там для каких-то... Это не про меня, это вообще про каких-то левых чуваков. Где IT, там особенно ребята на СТО в гаражах, они вот так вот обсуждают. Это так и есть. Ну, вообще, мне казалось, что... Считалось даже не то, что это гики. Тогда считалось, что это... ботаны, наверное, знаешь. Гики это какое-то слишком модное слово. Тогда говорили ботаники. Все, ты такой борщ-ботаник. Ты знаешь математику, физику. Как бы считалось, что если ты так или иначе где-то там в IT, то ты прям физик-математик. И все, и тебя можно спрашивать. Ты такой грязный, немытый, толстый, сидишь, ешь над компьютером, и все стебали. Но мне кажется... Слушай, меня вообще маньяк называли. Меня товарищи почему-то эту тему... Маньяк? Да, я много как бы за компьютером времени проводил, учил программирование, играл в игры в интернете. И они называли меня маньяком. У нас был даже такая шутка, анекдот, что один маньяк очень любил свой компьютер, пока его за этим не застукали. Вот, и поэтому это слово маньяк, да, оно прилепилось ко мне, и меня так называли. У меня такого не было. Хотя у меня был такой период, когда мы в нашем регионе начали локальные сети проводить. Мы просто делали это руками, никакого там интернет-провайдера, просто кабель, люди залазили на дом, кидали в окно, весь дом в этих кабелях был. И это было вообще нормально. И я думаю, что вот в тот момент для меня это был настоящий интернет, потому что я мог в программке, мы такую программку Strong Loop использовали, мы могли попереписываться, все знали, кто что смотрит, потому что все открывали папки на своих компах. Ты знал, что вот чувак сидит там со стальки до стальки за компом, и за это время ты должен успеть скачать фильмос или написать ему, или стикерочек, и это было просто вообще. И мы так дружили двором, что все знали, кто чего, мы там собирались играть в игры, все писали, я там создал. И это было просто вообще что-то топовое. Ну, слушай, это у вас уже продвинутый вариант. Наш вариант был чуть попроще. У меня в доме было 2 человека, я и еще один, с которыми общались. И были компьютеры, у меня был интернет, его нет, и мы не кидали сеть. Нам что-то родители такие, будет этот кабель висеть с 9 по 4 этаж, нафиг. И поэтому мы жили тем, что или приносили компьютеры друг другу, чтобы по Steam поиграть. Это прям у нас нормальная тема была. Сразу 4 человека. С 4 компьютерами. Или носили винчестер, чтобы скинуть информацию. Все, ты его достал из компьютера и пошел торжественно к товарищу. Вставил его там, скинул, достал домой. Так, скромно. Просто локальные сети, это было просто что-то невероятное. И в тот момент как раз и все считали друг друга сумасшедшими, гиками. Родители на это все очень странно смотрели, потому что я с родителями жил, а у меня через всю квартиру кабель такой по потолку шел, приклеенный скотчем к соседу. Вот, они такие, типа, ты что, давай нормально делать. И в этот момент было много всего. Там даже бегали банды, да, там одна сеть домов воевала с другой сетью домов, резали кабель, там сетевые вообще войны у вас. Разборки были. Да, и можно было воровать чужой интернет не по Wi-Fi, подключаясь к кому-то, а просто напрямую перестраивая DNS и идя к нему в гости. Нормальная тема, да. Так появились первые хакерские задатки у тебя. Да, и смотри, я почему вспомнил, что эти старые гики, потому что сейчас, давай я свою версию расскажу. Сейчас я решил зайти в интернет и погуглить, а что будет через 2 года. Ну, то есть, на мой взгляд, плюс-минус все, что происходит,
в окружающей действительности, это больше про какой-то финансовый кризис. То, что есть какой-то спад на рынке, не только IT, но вообще в целом какой-то мировой спад. Вот. А айтишники вот до этого периода, вот до этой какой-то точки, до коронавируса, это какие-то рок-звезды. Вот они из гиков превратились в рок-звезды, все такие, ты в IT, вау, вау, вау. И мы бегали на работе, я помню, еще в EPAM, там еще в других компаниях, мы бегали такие, вау, мы делаем, мы меняем будущее, вау, вау, и тут меняем, и там меняем. Просто как рок-звезды. И к нам относились, особенно когда на конференцию едешь, тебе там еще райдер какой-то, там отель поселят. Просто вот полноценное ощущение своей какой-то звездности. Вот. А сегодня уже звезды другие. Они покупают фотокамеры и становятся блогерами. Вот. Ездят на электровелосипедах. Посмотрел твое видео сегодня. В общем, блогеры сейчас рок-звезды, даже дети-блогеры, тоже они в ТикТоке, они везде. Просто их очень много. И тот же Илон Маск, вот он везде. Я не знаю, он, наверное, один работает за всю планету. То есть он и ракеты запускает, и Твиттер покупает, и там бегает везде. И кажется, что будущее, оно вот какое-то вот такое. Хотя вот за окном какая-то угрюмая серость, да? А я тут про блогеров и Илонов Масков рассказываю. Но я еще посмотрел конференции, мне сейчас начало нравиться смотреть на Ютубе технологические конференции в Китае и Японии, а там все говорят про роботов. Вот, там движуха в сторону роботов. Роботы везде. Вот. И они уже говорят, все, вот у нас робот, он уже умеет ходить, не очень быстро, но умеет. И уже в целом можно нанимать его как няньку, сиделку, толкалку. Вот. И плюс еще искусственный интеллект. Да? Вот не задумывался про Илона Маска с его вот этим проектом, когда они чипы в мозг вживляют, что искусственный интеллект, он как бы ему не так много лет, то есть это где-то с 2009-2013 года эта вся тема полетела. Когда раньше обучали по картинкам, например, распознавать животных и говорить, тут у нас на картинке собака, здесь у нас не собака. И вот из этого это превратилось в целую индустрию, когда мы можем не только там распознавать собака, не собака, а можем там уже строить сверточные нейронные сети, там комбинированные с автодоучением, переучением и так далее. И это уже доступно на телефонах в очень сложных там сценариях. И это прикольно. И тут я вспомнил про квантовые компьютеры. У меня многие друзья говорят, что сейчас уже есть тренд на специалистов по квантовым компьютерам. Да? То есть это уже все вчерашний день, то, что я рассказываю. Там Илон Маск, там Твиттер, да? Это все уже вчера. А вот квантовые компьютеры, вот это будущее. Да? На квантовых же компьютерах что можно делать? Правильно, можно обучать нейронные сети, это очень эффективно должно быть. Ну, в моей голове. Не факт, что это так. Но я вижу, что IT, вот то, которое я знаю, которое про интернет, оно движется в сторону ноу-кода и упрощения. Да? То есть, с одной стороны, у нас там какое-то вроде бы изменение в экономике, но у нас есть технологический какой-то бум, и есть бум ноу-код решений, когда вот то, что мы раньше как программисты программировали, все, что я там программировал последние там, 10 лет, я могу сейчас зайти и так вот просто перетягивая что-то вот, собрать уже какой-то MVP. И это не все. Я решил тебя вот прям сразу кучу тем накинуть и потом их красиво и интересно пообсуждать. Смотри, я посмотрел, что есть Gartner, у него есть Hype Cycle, который они публикуют каждый год. Это вот за 2020. Да? И если посмотреть, то на пике мы шли Data Fabric, Embedded AI, тут где-то было Responsible AI. Много было про AI. Если так посмотришь, так вот где-то слева кругом нейронные сети. Мы просто в пике летим. А если справа глянуть, то у нас уже изменение самих транзисторов, какое-то самоопределение там в интернете и прочие графы. Но я не поленился открыть за 2021 год и сравнить, куда мы там движемся. И видишь, АИ как будто переваливает дальше, и нейронные сети вроде бы становятся более доступны и не такие интересные и перспективные. Как будто все разочаровались в искусственном интеллекте вот, на этой прямой. И появилось что? Автономные машины, NLP, машин learning, это все уже не так круто, но уже применимо в повседневности. И я решил еще пойти дальше. Типа, а что в 2022 году? И я нашел вот продолжение этого графика, которое максимально актуально. Да? То есть, если мы говорим про машинное обучение, Digital Ops, расширенный интеллект и прочее, что люди уже не так верят, да, что оно на спаде,
то мы видим, что рост есть в виде аналитики, блокчейна, облачных технологий, геолокации, виртуальной реальности, больших данных, речевой аналитики, предиктивной аналитики, биометрии, виртуальные ассеты, дополненной реальности и опять много-много дополненной виртуальной реальности. То есть мы учили нейронные сети, потом сказали и побежали заниматься другой реальностью. И в блокчейн вообще побежали. Вот. На этом пока давай сделаем паузу и обсудим вот эту вот часть. Давай, слушай, ну я бы начал сразу с роботов. Давай с роботов. Почему с роботов? Потому что ты говорил, что на азиатских конференциях их много, но стоит понимать, что азиаты и роботы нераздельны уже лет 25. Японцы этих там своих айбо-роботов первых, этих мелких для детей делали когда? И мне кажется, что они до сих пор не особо, чтобы куда-то продвинулись, если честно. То есть раньше ездили эти болванки на колесиках с экранами вместо там глаз или вместо пуза. Или там двумя камерами моргали и что-то тебе пытались советовать или давать какие-то рекомендации или помогать. Сейчас то же самое. Камеры стали лучше, экраны более респонсивы, четкие. Но он все еще ездит на колесиках и делает вид, что он тебе помогает. То есть и роботы у них в Азии это какая-то отдельная тема. Это как фетиш, знаешь, мне кажется, у них такой. И они не двигают, ну, как по мне, они не двигают всю роботоиндустрию вперед. Boston Dynamics далеко не японская компания. Робот, которого Илон Маск опять-таки показал, тоже далеко не из Японии. И они более продвинутые, чем любой японский робот, которого ты мог видеть в интернете и на всех презентациях. Да, и я с тобой тут соглашусь на 200%, но у меня в голове начала зреть такая концепция. Вот прикинь, вот есть азиаты, ребята, которые там все это разрабатывают, тестируют, делают голимых роботов на колесиках, но компонентов, из которых ты можешь собрать робота, на рынке становится просто много. Да? То есть тебе гипотетического робота собрать для кикстартера, объявить его новым роботом и взять какую-то уже обученную нейронную сеть, которая там может в пространстве как-то там уже эффективно перемещаться, ну это уже не такая большая беда. То есть я помню, когда я впервые увидел, например, вот этот Segway, я такой, бля, а как он так стоит? Людская физика, тут уже кто-то очень плохо учил физику. Да, и это выглядело как будущее. А сейчас этих гироскутеров, помнишь, появились такие дешевые гироскутеры, потом они пропали, а теперь у нас везде электросамокаты. Слушай, не, ну роботы будут, я соглашусь, да, роботы будут, они, конечно же, будут развиваться. Опять-таки, тот же Илон Маск, тут можно даже его и зацепить, он и роботы показал, и разрабатывает. То есть, как бы ему вообще удобно, все это совместил и получил Терминатора. Нормально, так да, что за этим будущее, но не за японскими. Японцы, они только в мультиках их классно рисуют. Там у них там имплантанты, до которых мы еще, я думаю, дойдем чуть позже, и вот эта вот вся шляпа. Но это в мультиках, они почему-то не спешат это делать. И почему, я не знаю. Но Илон Маск что нам даст? Он даст нам роботов и спутниковый интернет. Но вот спутниковый интернет, это, конечно, тема, потому что я подумал, если Илон Маск додумается, вот прикинь, вот ему надо просто в Твиттере написать, я думаю, а вдруг он там заметит. Прикинь, если он этот спутниковый интернет подключит к самолетам. Это же, блин, прикольно. Ты летишь в самолете, у тебя кайфовый интернет. Не вот этот вот, типа, а давайте посмотрим вот маленький экран, вот какое-то говно, которое мы вам записали. Нет, нормально, сидишь, общаешься с друзьями. Вот. Так это же вполне работает. Надо просто его эту тарелку сверху на самолет присобачить или в самолет куда-то. Так она небольшая, она вот такая какая-то. И все, вот. И он высоко летит, ему близко к спутникам, должен вообще хорошо ловить. Да. А ты думаешь как? Что вот в твоем роудмапе, если вот Гарнера мы тут обсудили, у него там искусственные сети заменяются на блокчейны, что у тебя? Вот следующие 2 года для IT. Как ты их видишь? Ну, я, во-первых, вижу, что ИИ будет делать то, что раньше он не делал. Как раз сегодня только читал. Microsoft показала, как ее искусственный интеллект, который для кода создан, чтобы писать код, он играет в Майнкрафт. И, казалось бы, ну, в Майнкрафт много искусственных интеллектов играют, да, и это не слишком сложно. Но, во-первых, Майнкрафт — это песочница, и ее очень сложно играть. Она рандомная. Во-вторых, это не ИИ для игр. Это ИИ специально написанный для писания кода, и этим она хотела показать, что реагируя на поведение пользователя, ИИ в будущем научится менять интерфейсы программ, которые уже скомпилированы. То есть, по сути... Бля, как сложно. Подожди, у меня уже начинает мозг дымиться. Я не могу связать Майнкрафт, написание кода и Microsoft. Вот это как 3 разных вообще мира. Да, смотри, бот, который пишет код, он должен производить строчки текста, но ему дали возможность в игре визуально что-то делать.
Вот. И это привяжи теперь к интерфейсам, программ, которые тоже являются визуальными. То есть типа кнопочки, как ноу-кодите? да, типа того, только это будет делать ИИ в зависимости от твоих потребностей. Условно в фотошопе ты используешь 3 инструмента. Он, например, сможет спрятать все инструменты, кроме этих 3. Если что, нажмешь стрелочку, выберешь новый. Он там пересчитает, и 4 тоже покажет, что его надо всегда видеть. То есть они будут менять интерфейсы. Ненужные меню будут пропадать, нужные, например, из каких-то там глубоких дыр попадать на видные места, только потому что их часто используешь. Ну, как пример тебе. То есть я думаю, что у нас будут не фиксированные интерфейсы будут. Персонализированные. Да, и что-то похожее мы когда-то делали на хакатоне в Минске. Мы просчитывали аналитику. Идея хакатона была в том, что я, Илья Пухальский, ну ты их знаешь, я думаю, зрители могут не знать, но в общем я, Максим и Илья, мы делали такой проект, что ты берешь объем массив данных, объем аналитики сайта, там был сайт с автомобилями, анализируешь его, делишь пользователей на группы, кто первую машину покупает, кто там меняет, кто там бэушную смотрит. И в зависимости от того, определяешь, пользователь будет покупать или нет, там хитрыми математическими методами, ты ему, например, кнопку «Купить» показываешь на 2 страницы раньше. То есть ты, по сути, интерфейс подстраиваешь под пользователя в зависимости от того, как он пользуется твоим сайтом. И вот что-то такое, я так понимаю, Microsoft хочет сделать. А там следом и Амазоны пойдут, чтобы ты быстрее эту кнопку нажал. И вообще вместо картинки продукта тебе сразу кнопку «Купить» и больше ничего, как бы такое. Безос уже сразу стучит, типа, если ты не купишь, я тебя расстреляю. И отсюда вытекает ноу-код. Совсем ноу-код. Да, почему? Вообще да, для интерфейсов. Ну как, ты же не можешь сейчас ноу-код использовать. У тебя есть 2 варианта использования ноу-кодов сейчас прям. Ну и в будущем, возможно, расширится, но это для хранения данных. У тебя есть Firebase и еще что-то. Тебе не надо как бы кодить базы данных и так далее. У тебя данные хранятся, и ты их можешь сразу смотреть. И это рисование интерфейсов условно. Чтобы создать интерфейс, там POC-шку какую-то, еще что-то, тебе, по сути, сегодня не надо кодить. Ты заходишь в все эти миллион сайтов для ноу-кода, и делаешь там себе сайт-визитку, все что угодно, интернет-магазин, как бы такие вещи, которые код не требует, но можно визуально натыкать. Понятно, что сложную бизнес-логику ноу-кодом ты не сделаешь. Можно Scratch этот учебный, знаешь, где ты там if этими, как пазл собираешь себя. Можно, в принципе, не суперсложную, наверное, сделать будет. И привязать к интерфейсам. Но сложную ты все равно не сделаешь, но интерфейсы, динамически генерируемые даже без твоего участия, ты там цветовую схему выбрал, условно, да, выбрал тип интерфейса, хочу, чтобы он там был сверху меню и кнопочки, в середине там основной контент, снизу статус-бар. И дальше он сам тебе будет генерить этот интерфейс. Ты указываешь, это графический редактор, умеет со слоями, умеет в PSD, он тебе хлоп-хлоп-хлоп его собрал. По сути, вот такой ноу-код я верю. Но он будет для фиксированного набора приложений, без суперсложной логики. Опять-таки, я сомневаюсь, что ты сможешь Amazon построить на нем. Я где-то с тобой соглашусь, потому что я знаю, что делают ребята во Flutter. Я недавно заходил, смотрел, как Flutter развивается. У них уже есть веб-студия. Это, знаешь, это как будто мы очень длинный круг прошли. То есть раньше были приложения на Delphi, когда ты открываешь, там серая такая канва, и сбоку у тебя инструменты. Там кнопочки, инпуты. Ты так вот накидываешь. И вот у тебя уже какая-то программа. Потом появился DPF, который сказал, давайте то же самое, только мы можем там респонсив сделать, да, под разные экраны. Вот. А мы сейчас сделали огромный круг и вернулись вот к таким же интерфейсам, где ты, когда делаешь программу, по крайней мере во Flutter, ты тоже так можешь накидать интерфейс, подвязать, выбрать какие-то эффекты из каких-то там заданных, и получить вполне уже рабочий первичный прототип. Конечно, говно. Ну, не сравнить с тем, что делают профессионалы на мобилках, но это в реальности порог входа очень сильно снижает. То есть есть люди, которые на этом делают деньги. То есть я видел на ноу-коде, ребята там прям делали что-то типа Додо пиццы. И это отлично работало. С доставкой и со всем. Но если взять твой круг, то вернулось абсолютно все. когда-то люди использовали, помнишь, FrontPage и Dreamweaver, делали странички и продавали их как бы такие. И вот, на самом деле, да, ты можешь этим сделать, но Dreamweaver с FrontPage выдавали эти ужасные HTML, CSS и вот это все отвратительный. Я не удивлюсь, если все ноу-коды, если их до компиляции посмотреть, то там тоже дикий ужас, который просто не хочется видеть ни одному нормальному программисту. Да, и, кстати, ты прикольно заметил, потому что это очень похоже на тильду, да, вот вся история с тильда, с Airtable, Excel переизобрели, да, Airtable написали, вот, они, по сути, делают то же самое, да, то есть есть очень много вакансий, особенно чем больше маленьких предпринимателей лезут в бизнес, тем больше
ну, грубо говоря, тем больше у них запрос Да. на формирование Да. Инстаграма, создание какого-нибудь лендоса. Они все заносят там по 100, по 10 долларов, а мы смеялись, типа, веб-разработчики умерли, вот эти вот как они назывались? Верстальщики. Ой, всем нужны, только по-другому. Да, теперь они лендос-генераторы, Да. вот, или как... А знаешь, где они все работают, где тебе искать верстальщика, если тебе нужен? В маркетинговых агентствах. Это которые ванпейджеры делают. Да, кстати. Да, я, кстати, думал, аж чем занимается маркетинговое агентство? Я думал, они там SEO, SMM. Нет. А, кстати, по поводу SEO. Вот, давай, раз вы что-то вспомнили, я вспомнил хорошую историю про SEO. Раньше было как, ты настроил, типа, рекламу, вот я SEOшник, я настроил нагон на твою страницу, ты смотришь на какой-нибудь Яндекс.Метрике, там цифры растут, да, и я просто брал и нагонял ботов тебе туда раз в месяц. И ты такой, вау, подросло. А я, например, рву с тобой контракт, ты ботов выключаешь, боты не бегут, статистика падает, человек такой, блин, надо идти к SEOшнику. Да, и SEOшник технически один раз настраивал скрипт, а потом просто жал кнопку и брал с тебя постоянно абонентскую плату. Да, есть такое, есть. Ну, там много способов, знаешь, это переустановить Windows, которая попросит ее переустановить. И тебе опять позвонят, ну и так далее. Да, но если возвращаться вот к будущему и ноу-коду, то, ну, я себе пометил, о чем мы будем говорить, так заглядываю иногда, чтобы ничего не забыть, то ноу-код будет, но он все равно не займет, он не заменит программистов. Он может заменить какой-то низкий уровень. Во многих, я думаю, даже отраслях, прям очень во многих. Даже в супер каких-то жестких. Но там выше среднего он точно не заменит. То есть лидов всяких, сеньоров, пока он не научится решать проблемы, как-то создавать проблемы, решать их или помогать с их решением, то он не заменит этих людей. Вообще никак. Ну а через 30 лет ты веришь, что программисты останутся прям на долгий срок, вот эти сеньоры? Слушай, я боюсь, я даже представляю, как это на самом деле будет через 30 лет. Через 30 лет нужен будет project менеджер и один какой-нибудь лидовый программист, потому что у тебя будет опять-таки условно ИИ, где ты ему просто наговариваешь техническое задание подробное. Вот, затем, скорее всего, программист с точки зрения, можно ли это закодить, пробежится по этому техническому заданию. И затем мы просто на основе технического задания тебе построить нужный код. Все. Блин. Прикольно. По сути, мы придем к тому, что все интерфейсы станут либо модульными, легко интегрируемыми между собой, и тогда ты... Алиса, мне нужна программа, там, которая будет заказывать пиццу, платить налоги и зарабатывать за меня деньги. И Алиса такая, хорошо. Но есть важное условие в этом чем. Должно быть много стандартизированных API доступно. И они должны быть стандартизированы. Да. Иначе понадобятся программисты, чтобы писать прослойки, которые я буду стандартизировать, и мы все равно останемся в этом замкнутом круге программирования. Кстати, это прикольная тема. Это хорошо, что у нас есть вот эти сообщества программистов, и они разные. Это вселяет надежду, что оно никогда не стандартизируется. Согласен, это ты прав. Так как мы разработчики, то нам бы хотелось, чтобы этого не произошло. Я с тобой согласен. Вот. Но ты же понимаешь, что еще в будущем обещают, что люди не будут работать. То есть, когда вот это ИИ все научится делать, на самом деле работать мало кому придется. То есть, это те, кто за большие деньги, а все остальные будут жить за нормальные деньги, ничего не делая особо. Потому что будет ИИ такой умный добывать нефть, там, не знаю, писать программы. Об этом мы еще поговорим. Оставайтесь с нами, продолжение следует. Ну, я понимаю, как нейронка может писать код, я это вообще прекрасно понимаю, и в целом она может даже очень неплохо писать код при каких-то условиях, на каких-то популярных языках, при каких-то стандартах. Да, там в TypeScript, на JavaScript сразу писать, вот, GraphQL код там, на каком-нибудь фреймворке, более-менее реально. Но, там, скажем, лет 10 им еще нужно, наверное. Короче, вот искусственный интеллект, опять же. Мне нравится картинка справа, реальность, да, когда оператор сидит и такие водители из дома. Я честно скажу, я такое встречал уже в реальности, потому что я иногда заказываю такси себе через облачные сервисы, и ко мне приезжает виртуальный водитель в эмуляторе, прикинь. Таксисты додумались поставить вот эту приложульку в эмуляторе и приезжать в часы, когда люди обычно бухие или с бара идут, вот в эти локации. То есть он телепортируется, сразу берет заказ, и ты, если отменяешь, сразу тебе списываются деньги в сторону водителя. Логично. Но если ты
Если ты бухой и уставший, то вряд ли ты ему будешь там что-то там выставлять. Но я смотрю и думаю, блин, позвоню чуваку, а у него там стоит какой-то просто хэш-код или какая-то лабуда, дозвониться невозможно. И вот таких виртуальных водителей я уже 2 или 3 раза встречал. Ну да, есть такое дело. Да, и я не... Давай, ты хочешь про ожидание реальность поговорить, да, что мы ожидаем автопилот, Тесла сама за тобой приехала, ну условно, а в итоге человек просто через интернет. Да, это вполне решабельный кейс, это очень хорошо продастся инвесторам и прочим, все обрадуются, типа, круто, здорово, вот. И просто ты такой шаришь свою Теслу, например, в каршеринг, ну, в такси, подключаются операторы, просто на ней ездят. Это вполне нормальный кейс. Да, ну тут же тоже все очевидно, это ж прям реальность, это даже не ожидание. Вот помнишь, график ты показывал, там интерес к ИИ падал в 2021 году, по-моему. Да, да. Тут же все понятно, интерес к ИИ, возможно, не упал. Проблема в том, что была надежда, просто когда он был супер интересен, что можно за короткий срок очень быстро научить ИИ делать все, что угодно. И поэтому всем было супер интересно. Потом мы достигли понимания, что чтобы сделать ИИ, который может все что угодно, надо набрать кучу людей и потратить кучу времени. То есть мы поняли, что это обычный процесс программирования, как нам казалось. И мы потеряли интерес, правильно? Да. Потому что программирование, оно как бы интересно там, большинству не так долго, не такое продолжительное время. Даже программистам. Но еще же есть прикол, который все тоже уже понимают с ИИ вот этим всем. Это то, что ты на самом деле, даже если ты любишь программировать и хочешь программировать ИИ, ты не будешь в разработке ИИ этим заниматься. Программировать его надо мало. Потом ты просто подгоняешь результаты, которые он выдает, под то, что тебе надо. Ты сидишь просто его и обучаешь. Эта картинка неправильная, это правильная. И там даже программирования нет. Поэтому ИИ мы будем дальше терять. Понимаешь? Ну, с точки зрения интереса людей вокруг. Когда мы получим ИИ, который может что-то, у всех опять интерес выскочит. Но пока это обычное программирование. Это как интернет-магазины. Они никому не интересны. Главное, чтобы они были. Вот примерно та же штука. Да, и по сути, ты правильно говоришь, что это по сути программирование. Мы берем разные модели, мы знаем, как их связывать. Мы просто берем какой-нибудь визуальный редактор в этих моделей и просто так хоп-хоп посвязывали и пустили по ним данные какие-то на обучение. И смотрим, что получается. Вот такое программирование. И на самом деле такое же программирование сейчас в железном мире, да, то есть если мы говорим про железки, ты не сидят ребята с паяльниками и такие, типа, сейчас мы тут изобретем новый iPhone. Нет, они просто сидят в визуальном редакторе и рисуют платы, вот просто накидывают из компонентиков, которые есть на рынке. Есть уже системы, где практически все стандартные компоненты есть. И я каждый раз, когда читаю новость, что кто-то изобрел невероятный новый процессор в какой-нибудь России, вот, я так, блин, а как они впилятся вот в современные реальности со своим там другим стандартом или другой платой? Вот, там же вся фишка в том, что ты как раз в визуальном редакторе, и все схемки, они стандартизированные интерфейсы имеют. И ты из них просто собираешь как конструктор что-то еще. Поэтому мы, кстати, имеем вот этот взрыв, ну, последние там пару лет, всяких интересных гаджетов, странной формы, странных размеров. Их просто очень дешево производить, просто дико дешево. То же самое с нейронками. Но один интересный факт про нейронки. Я когда смотрел презентацию Маска, где они показывали свою эту систему для обучения, где они воссоздают 3D-город, 3D-машину, они там что-то ездят. Я подумал, блин, как прикольно. Во-первых, метавселенные для этого очень клево использовать. Да? То есть мы можем там уже какие-то прям целые сценарии, там, когда люди ругаются, люди там еще что-то, и обучать нейронки на этом. Все. Нам не нужны какие-то реальные данные, реальных людей, реальные записи. Там. Мы можем все это симулировать и вообще очень быстро прокачивать нейронку. Потому что у нейронки самая большая проблема — это размеченные датасеты. Очень тяжело разметить датасеты и сказать, это правильно, это неправильно. И на это уходит прям вот вся человеческая энергия контент-менеджеров. Вот. И вторая проблема нейронок — это мощность. Да? Чем мощнее у тебя система, тем быстрее ты можешь эти все данные перелопатить и переобучить ее или подучить. И тут я, кстати, задумался, что вот как раз квантовые компьютеры, вот это вот прям, вот им надо туда куда-то двигаться, прям, там же столько мощности. Вот сделать его сначала, потом уже о мощностях рассуждать. Да. Мне говорили, что их можно на Алиэкспрессе купить. Я понял, да, недорого, оптом. Так, но... Короче. Вот, вернемся вот сюда, да? Да. По поводу нейронок. Мне, я верю, что они будут развиваться, но они все равно будут очень медленно. Очень медленно это делать. Они слишком специализированы. Здесь даже квантовый компьютер не поможет, потому что
Ну смотри, вот ты можешь супер легко сегодня научить супер дешево разбираться нейронку в человеческих чувствах, ну примерно. Ты ей скармливаешь игру Sims последнюю, в которой это пытались так или иначе воспроизвести, в зависимости от того, как ты общаешься с человеком, он там любовь проявляет, жестокость, еще что-то. И дать ей просто поиграть в эту игру ускоренно, там же и скорость можно регулировать, просто выбирая все варианты и смотря, как реагируют собеседники. По сути, он, ну, примерно научится реагировать, в зависимости от того, поймет, вернее, в зависимости от такой фразы, как будет человек реагировать на нее, например. Это легко, но ты не сможешь этому и скормить всех котиков и собак, чтобы он научился отличать котиков и собак. У него другие алгоритмы, Ну да, да. у него другие формулы используются. Да, и самое прикольное в этом всем, что нейронки, их уже можно объединять друг с другом, да, то есть ты кидаешь на вход какие-то данные, он для начала решает. Мы тут про эмоции, про котиков, про что? Он такой, шик, отдельный слой. И многослойные эти нейронки, они вполне могут вот такие Слоев штуки. слишком много, мне кажется. Да, это как раз становится проблемой, потому что эта нейронка становится очень дорогая в обслуживании, в обучении и так далее. И вот я думаю, что люди же постоянно, разные организации крупные, туда все равно какие-то деньги инвестируют. И это становится просто очень доступно для широкого потребителя. Я думаю, мы очень много кейсов можем увидеть в следующем, там, через год, решенных нейронками. Ну, просто, я думаю, еще что-нибудь может появиться такое неожиданное. Слушай, там, криптокотики только с нейронками. На ближайшие 10-15 лет я еще думаю, я почему-то вспомнил, мы сейчас говорим о нейронках и о том, что они все-таки разные, их очень трудно комбинировать. Например, им надо много процессорной мощности, чтобы все вместе работать. Но возьми любой вариант из кино, из мультика, до условного Терминатора, да, почему бы у тебя не иметь робота, домашнего, ну, условного помощника, со сменными модулями и как бы со сменными условными картриджами, в которых есть просто разный набор инструкций для разных задач. Это же везде. У Терминатора в голове такой стоял, как бы, и там, если вторую часть, режиссерскую версию посмотреть, то они ему доставали его и хотели разбить. Да, при том, что робота можно модульно сразу делать, то есть отдельная компания херачит руки, другая фигачит там тело. Если интерфейсы не меняют коннекта, то ты можешь целиком робота потихоньку там апгрейдить, это может быть просто следующий хайп-сайкл, когда люди закупились роботами, потом их тюнят, у каждого чуть-чуть разный робот. Кто-то там купил новую нейронку, кто-то там, не знаю, руку, колесики. Но я думаю, что простые домашние помощники со сменным функционалом, типа уборка квартиры, там мыть еще что-то или там читать сказки, появятся очень скоро. Причем в таких 10-15 лет, я думаю, что это скоро в человеческих масштабах. И вот где-то, мне кажется, в этот период появится. И вот эти ИИ, почему ты говоришь, они становятся доступными, ты абсолютно прав. Я думаю, что появится ноу-код для ИИ примитивных тоже. Ну, опять-таки, примитивных. То есть ты можешь выбрать просто задачи и комбинировать их. То есть есть набор ИИ заготовок условных, обучалок. То есть тебе обучить все равно надо будет, или там будет опять-таки база данных готовая для обучения. Но тебе надо будет просто выбрать, хочу, чтобы он умел в котиков и там условно вмыть посуду. Хлоп-хлоп-хлоп, ты и там где-то на чем-то обучился, знать, какие тарелки хрупкие, каких котов как гладить. Вот. И все, и поехали. То есть такую штуку. А мне кажется, еще можно проще. Можно эту систему твою упростить. Давай мы тут пока вот обсуждаем, придумаем стартап, ребята там умные, они пойдут его начнут делать. Мы с тобой кайфанем, когда они его закончат. Вот. Я подумал, это же можно сделать. Ты же знаешь, как голосовая колонка работает, да? То есть она считывает команду, по этой команде ищет в своей базе данных подходящий скрипт, берет его, скачивает и запускает на исполнение сразу. Вот. Ну, по сути, с нейронками можно такой же похожий стор делать. Да? Ты говоришь, там, помой посуду, он такой, так, блядь, я не умею мыть посуду. Пошли по базе. Нужный скрипт мытья посуды. Чик, и все, он уже умеет мыть посуду. То есть, конкретно, если мы говорим про роботов, вот этот какой-то App Store для роботов внутри, если компании объединятся с нейронками, дадут одну шину, и дадут возможность искать, мы можем получить очень интересные кейсы. Вот прям реально супер интересно. Да, соглашусь. Слушай, App Store для роботов тоже звучит как стартап. Где миллиард? Маск 40 миллиардов, жду. Смотри, есть ожидание и реальность в бигдате. То есть то, как продавали, это для заводов, для автоматизации, для процесса производства, и то, что мы имеем, имеем, да, когда нам спамят там очень бигдатными решениями, особенно Facebook или там все решения Марка Цукерберга.
Вот. Тут еще есть такая прикольная тема, как сценарий и рынок трендов. Да? Это уже на 30-й год. Мы чуть-чуть вперед уже забегаем. Чуть дальше, чем 2 года. Мы получаем либо большие какие-то финансовые маркетплейсы, как какие-то большие компании, просто, например, банки, скупают каких-то компаний поменьше и создают на своей базе, потому что они же про деньги, маркетплейс, где ты можешь покупать разные продукты. E-Government, например, могу покупать разные там услуги города. Там банк, разные услуги видеооператоров, какой-то агрегатор Netflix, например. И мы имеем агрегатор агрегаторов такой, мега-агрегатор. И каждая компания что имеет от этого агрегатора? Уплату налогов и простой сценарий покупки. Да? То есть сценариев взаимодействия с мы как люди с окружающей средой, их ограниченное количество. Да? То есть если мы не заводим концептуально новых продуктов, то все равно ограниченное количество. Вот. И второй сценарий, если мы идем к big компаниям, которые раздают все. Но мы сейчас видим, что Web3, они как бы борются с этим, да, то есть блокчейн. Вот. Второй сценарий, что привлечь клиента становится дорого, да, растет слепота ко всем привлекающим факторам, типа, приходи к нам, у нас хорошо, и ты такой, не-не-не, я устал, я не хочу. Вот. И легко перейти от одного поставщика каких-то дорогих услуг к другому. И все строят тогда экосистемы. Все компании объединяются в какие-то экосистемы. Ты с Apple или ты с Google, ты с Microsoft, но между вами очень легко перемещаться. И это, мне кажется, более реальный сценарий за счет того, что я вижу, как раскулачивают Apple, например, последние пару лет. Вот. И давай быстро я пробегусь. Так, 9 пунктов того, куда движется банк. Потому что, опять же, блокчейн все равно где-то есть, рядом витает. IT-функция — это внутренний интегратор. Да? То есть у нас так много уже всяких систем, что нам нужны люди, которые их будут склеивать между собой, строить мостики между разными платформами, технологиями, договариваться об интерфейсах. В Европе вообще круто. Там был закон, который заставил все банки иметь внешне одинаковый API. Я такой просто вау. Ты пишешь программу и точно знаешь, что она подойдет под любой банк. И все, и пользователь может им пользоваться. Я не знаю, как это на практике работает, но идея хорошая. Оставаться точечные люди с высокой компетенцией, то, что ты говорил про тимлидов и так далее. И будет регулярная армия людей, которые будут заниматься всякой рутиной. То, что мы и видим, кассиры, которых заменяют робокассы, швеи и прочее. То есть это армия людей, которые решают обычные задачи, которым, возможно, будет, безусловно, базовый доход. IT разговаривают на одном языке. То есть технически очень сложно представить будущее, где IT умрет, или это останется нищевым каким-то там Ку-клукс-кланом, где все говорят там про IT, и все остальные люди такие, а IT это что? Это где? Вот. Технически мы вовлечем, так или иначе, как айтишники, всех остальных в IT, потому что они будут вынуждены пользоваться IT-продуктами даже для оплаты каких-то базовых вещей или взаимодействия с городом. Вот. Опять же, клиентский путь, мы знаем сценарии, мы, люди, про вас все знаем, мы уже все знаем. Нейронки за вами следят, камеры внешнего наблюдения, мы все про вас знаем. И эти штуки мы можем оцифровать полностью на 100%. То есть на это ушло, пускай 10 лет, но мы это можем закончить в ближайшие 10 лет. Короче, на обучение будет все равно всегда высокий бюджет, потому что так как это нищего останется, да, то есть для высоких профессионалов, там, нейронные сети, еще что-то, ценник на образование может вырасти. Если вы сегодня не идете в IT, завтра может быть дороже, послезавтра еще дороже. Несмотря на то, что очень много материалов в open source, онлайн и так далее, они будут просто устаревать так быстро, что их будет просто невыгодно производить. Упрощение IT-ландшафта, скорость подключения партнеров, более низкая специализация у IT-специалистов. Ну, то есть... Да, узкая. Я плохо читаю. Вот. И инфраструктура как код. То, что мы говорили, no-код. Короче. Как вывод, порог входа в IT-специальности будет падать, если так обобщить. А уровень компетенции тоже будет падать. Это что значит? Что нам крутые IT-специалисты в среднем не так нужны, потому что они нужны сейчас уже какие-нибудь, чтобы они решали какие-нибудь задачи. То есть технически в IT можно будет в ближайшее время заскочить достаточно легко, если вы вдруг задумаетесь об этом. Вот. Но что через 30 лет?
Потому что VR, 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 Да, VR, да. VR. Кругом один VR, VR. Nike. Но они вообще купили Тоже NFT-контору, есть. да, поэтому там тоже все VR. Они тоже в Metaverse. Вот. И такой VR. И вот такой. Видел арабский VR? Не-не-не, не видел. Корейский видел. Вот, и такой, и такой. И вообще есть уже обучение метавселенным экспертам, да, то есть есть курсы по метавселенным, между прочим, если вы вдруг не знаете. Так вот, на этом моя крутая презентация заканчивается. Я возвращаюсь к нам в студию. Давай обсуждать. Давай, ну, понятно, что VR будет много. Не все, кто сейчас есть, выживут в этом сложном мире. Скорее всего, будет много нишевых. Не будет такого... Ну, будут пытаться, за 30 лет, по крайней мере, точно будут пытаться сделать одно место для всего. Но все равно будет очень много нишевых вещей. Особенно по обучению, всякие государственные штуки. Они будут все нишевые. Что как бы усложнит пользователям жизнь, потому что тебе надо будет держать все равно много приложений для VR в данном случае. И что еще с VR связано? Я думаю, что VR сначала будет не VR нифига. Он будет скорее как Decentraland или Sandbox какой-нибудь, что ты на компьютере будешь в него играться. Это будет, по сути, Lineage, линейка, любимая многими в прошлом, только такая под современный мир и как более-менее что-то можно там делать, кроме того, что играть. Миша, давай я тебя Давай. перебью немножко, потому что я так подумал, что мы так очень резко залетели в будущее. Настолько резко, что люди, наверное, такие, почему они говорят про VR в будущем? Мы же только что говорили про искусственный интеллект, какие-то там крутые штуки, и все сводится к VR. А вообще есть такая тенденция, я сейчас просто поясню, почему мы говорим про VR. Есть такая тенденция, что в будущем из-за того, что искусственный интеллект, роботы, айтишники будут продолжать работать, очень много людей останутся просто ненужными. Ну, то есть нам не нужно столько много людей, например, на заводах производить айфоны, да? То есть когда мы можем написать робота, который будет айфоны производить, переучиваться, производить новую версию айфона дешевле, чем люди. Вот когда мы в этот момент придем, то неожиданно нам окажется, что людей слишком много, их слишком... им надо чем-то занять, да? Люди не могут просто сидеть без дела. Во-вторых, возникает такая прикольная штука, что для того, чтобы кормить и обслуживать людей, сейчас так много всего делается для решения типовых базовых задач, например, взаимодействие с городом, законы и прочее, да, но мы все равно это оцифровываем и придумываем электронные правительства. Во всех странах мира над этим думают, по крайней мере. Мы также трудимся на том, чтобы как-то решить вопрос с деньгами, распределением благ более лучше. Пускай блокчейн пока это выглядит странно, но мы идем к какому-то решению компромиссному или другому. Да? То есть, скорее всего, деньги в текущей форме, ну, как минимум, изменятся. И это приводит к тому, что мы имеем что? Очень много людей, которым нечем заняться. Да? Мы имеем то, что у них у всех есть что поесть, и они с голода вряд ли умрут. И, возможно, они могут даже позволить себе какой-то набор гаджетов, которые производятся роботами на предприятии, и мы предприятия можем масштабировать до тех размеров, до которых нужно. И в целом, а что делать тогда? И остается только одно. Либо людей уводить в какое-то другое место, чтобы они там развлекались и вообще чем-нибудь занимались. И, возможно, пускай вот, например, на примере криптокроссовок, пускай эти люди ходят, чтобы мы платили им безусловный базовый доход. Вот они находят сколько-то там своего безусловно базового дохода, и мы его выплатим. Но если он будет сидеть дома на диване, мы ему не заплатим, потому что тогда у нас там медицина растет, обслуживание этого человека. Нам главное, чтобы он здоровый был, вот, более-менее. Если мы эту нагрузку берем на себя, как государство. И тогда вот тут появляется метавселенная, такая бум! Да, ну как бы да, ты прав, надо просто понимать, что будет много людей, у которых не просто есть отпуск, и они не знают, чем себя занять. Будет много людей, у которых вся жизнь это отпуск, и они не знают, чем себя занять. И у них не будет достаточно денег, чтобы всю жизнь отдыхать. То есть ты не можешь ходить на вечеринки всю жизнь, потому что это будет супер дорого. Вот. Может быть, через 100 лет базовые деньги, которые всем раздают, будут большие. Но через 30, если такое, ну, как бы предположительно, наверное, много где такое появится в некоторых странах, но это не будут огромные суммы денег для каждого. То есть это будет средний уровень заработка, когда ты ничего не делаешь. А это значит, что ты можешь в отпуск за границу поехать 1 раз в год или 2 условно, да? А времени свободного у тебя на круглосуточно ездить по заграницам. Поэтому тебе надо будет как-то себя развлекать, и, естественно, VR, а если погода плохая, ты на улицу даже не можешь пойти. Поэтому VR, мне кажется, станет, вот, как ты прав, той штукой, которая будет просто
давать людям времяпрепровождение, так или иначе. Waste time они смогут там делать. Да, и вот этот waste time мама не будет ругать, она будет говорить, зайди в VR, там есть какая-то Да, что ты сидишь, ничего не делаешь, иди в VR. Чего ты не в VR тут, а все в VR, а ты тут не в VR. Почему ты еще не в VR? Вот. Да, и еще это будет очень странный VR, потому что, в отличие от многих фильмов и мультиков про будущее, люди не хотят быть толстыми и ленивыми, сидя в VR. У нас будет через VR продвигаться вот эти все активности. Я не удивлюсь, если люди будут бегать в очках по улице, но не в окулусах. Ну, через 30 лет это будет что-то маленькое, но предположительно там через пару лет, когда Apple наконец-то, если вдруг неожиданно свои выпустит, естественно. Ты помнишь, что они глаза людям выжигали этой штукой? Вот. И вроде как Apple обещает что-то легкое, незаметное, красивое, и оно будет что-то даже уметь, кроме фото и видео по 15 секунд. Поэтому есть вариант, что вот этот, ну как со смартфонами, Apple толкнет немного рынок в ту сторону, и люди начнут и бегать в них, и ходить, и в принципе там жить. И VR, как я уже сказал, будет много, и он будет плохой. Вот я прям через 30 лет уверен, что он будет говнище. Ты вообще видел современный VR, что сейчас нам дают? Это ужасно. Это если я когда готовился вот к созвону, я же почему там картинки листал. Давай, кстати, да, не картинки, там по картинкам все понятно. Там не надо даже заходить. Да, давай, вот, пык. Смотри, бум! Оно выглядит на картинках, так думаешь, прикольно. А потом заходишь на сайт, а там вот, посмотрите, насколько они пиксельные, вот эти все штуки. Вот. Опять же, тут выглядит круто, здорово, классно, а потом в реальности ты видишь вот это. Да. Самая красивая метавселенная сегодня, ну, в отрыве от VR в целом, это Fortnite. И это очень смешно на это смотреть, и, учитывая, что это самое красивое и прям качественно сделанное из того, что сегодня есть на рынке. И потом ты включаешь условную игру какого-нибудь 2012 года. Блин, да, не знаю, Киберпанк открываешь, да, сколько ему уже, 2 года, там, 3. И он же выглядит классно. Да. Ну, он же, вот я хочу такую метавселенную, чтобы я из реального мира попадал в такую метавселенную, а не в Fortnite. Реальный мир красивее, простите, я не хочу его под угрозой ремня или дулом пистолета даже менять на Fortnite, прости господи. Так Fortnite это же еще ограниченная, это игра. Это метавселенная, но это метавселенная игра такая, да, с большего. Она детская. Да, ограниченная. А возьми то, что делают для взрослых, это же вообще позор. Возьми Мету, Decentraland, Sandbox, в половине нет ног. Как бы у тебя летающие пуповины с головами. Вот. А во второй половине вот это вот плавание, вместо того, чтобы нормально бежать, выглядит этот человек, как будто я играю в Crash Bandicoot 95-го или какого там года. И это мне пытаются продать, еще чтобы я туда денег занес. Вот это же самое главное еще сегодня. Да, потому что это не те игры, которые мы играли в детстве. Я, между прочим, провел там, играя в Lineage в детстве, ну, наверное, там год. Так Lineage красивее всех метавселенных современных. Да, так эта игра на тот момент, она была настолько интересная и красивая, и там была так механика продумана, что ты мог убивать игроков, захватывать города, ну то есть никакого diversity, ты мог просто унижать любого другого человека, просто не давать ему играть. Да. И когда вышел World of Warcraft, я подумал, блин, какое говно. Меня тоже это смутило. Они выпускают игру на большую фан-базу про орка, вот это все, а она визуально хуже. Ну, как третий Warcraft. Не хуже, но как приближенный третий Warcraft. И такой, что? Но как бы окей. А третий Warcraft вышел почти там в 2002 или 2003, что-то такое. И да. И как бы, ну, они собрали на фан-базе, ладно. Но когда мы говорим о метавселенных и в выборе, то как бы сейчас выбор есть, и он говно, а через 30 лет нам же понадобится, ну как бы нам понадобится уж еще ближе к реальному миру, на голове. И я сомневаюсь, что технологии, ну потому что физика штука сложная, и ее пока не обошли, что технологии позволят тебе получить картинку хотя бы уровня того же Киберпанка через 30 лет в очках размером с обычные солнцезащитные очки. Это нереально. А все остальное это профанация. Или говно картинка будет, или девайс будет вот такой вот с батареей сзади, что как бы... Прости господи. Поэтому я думаю, что их будет много, в них будет много денег и людей, и всего происходить. Но их качество будет как бы, ну вот как сегодня для меня то, что есть сейчас. Да, но я, кстати, думал, что вот в моем мире, вот этом метавселенном, я размышлял сегодня,
И пришел к выводу, что в целом, если рассматривать как гаджет, я пришел на голову, что-то одел, как очки для сна, лег на кровать, и вот у меня там метавселенная. Очень похоже, как это в аниме там рисуют, да, там у них есть что-то про меч, когда там ребята застряли в какой-то метавселенной. Я и аниме это там где-то. Где-то мы не рядом. Ну да, не важно. Вот. Они, короче, застряли в метавселенной, такие лежа на диване и такие парализованные. И там у них баг был в том, что их не отключало от вселенной. То есть, если типа ты снимаешь очки, ты умираешь. Вот все. И они там, короче, выживали в этой игре, потому что их там мочили тоже. И, короче, я к чему? Что для меня вот метавселенная это не как раз не про спорт, где люди по городу ходят в Apple очках. Я в это не верю. Я просто по технологиям я понимаю, что интернет должен быть прям очень хороший. То есть это 8G где-то, там 10G. Вот. Ну, просто скорости должны быть килотонные, потому что тебе надо передавать картинку, а значит у тебя вычислительные мощности должны быть в облаке. Вот, ну, скорее всего. То есть ты прям должен стримить вот прям человеку в глаза с задержкой какой-нибудь адекватной. Еще с корректировкой на реальность, где он там идет, чтобы как-то как Покемон Го дорисовывать что-то. Я просто помню, как покемоны вышли. Вот, казалось бы, вот телефон, да, и не такой старый, а там вышли Покемон Го, и они высаживали батарею там за час или за полчаса этих покемонов. Да, есть такое. А графика там, ну, нифига не там 3D или 4D, там прям еле-еле нарисованный покемон, который чуть-чуть прыгает там и все. Ну, будут немного другие технологии, я думаю, просто. Сейчас же ты, получается, используешь GPS-датчик для того, чтобы ориентироваться в VR, AR и всем остальном. И тут или телефон передает данные в очки, или очки сами должны в это уметь, соответственно, сами должны быстро садиться. Но представь себе мир или город, в котором через 30 лет у тебя просто на каждом здании стоят датчики, как у Valve Index виртуальных очков, когда у тебя по углам стоят просто специальные считыватели, чтобы ты мог ходить по комнате, он знал, где ты ходишь. В таком случае тебе не надо GPS-координаты, тебя здание определяет, где ты находишься. Просто идешь и там столбы условно на улице. Вот это, кстати, интересная штука, я об этом не думал, потому что мне понравилась штука, которую Apple анонсировал, Apple Bacon, который ты можешь прилепить и там отслеживать какие-то гаджеты, эти AirTag вещи. ты имеешь в виду? Я показал, наушники. Он у меня в коридоре. AirTag, да. Да, и это хорошая же идея. Этими тегами прикольно затегировать детей, я бы детей тегировал. Ну, вообще, это вот, типа нельзя. Вышел в город... Как нельзя? Да. Как это нельзя? Я думал, для этого их и придумали. Тегировать ребенка, дав ему просто другой мобильный телефон, чтобы ты мог ему набрать или его координаты в Maps.me тоже посмотреть в это фанни. Это же сталкеринг уже. Сталкеринг запрещен. AirTag для сталкеринга, если он с людьми. С чужими. Ну или как бы не с тобой. Блин, они запретили не то, что запретили, но ты же не забывай, что эта штука будет, если ребенок, ну ладно, ребенок, если у другого человека она оказывается, у него iPhone, у него выскакивает, что за ним следят, сообщение такое. У вас AirTag чужой, за вами, возможно, следят. Это может пугать людей, которые будут рядом с твоим потерявшимся ребенком ходить. У них у всех будет выскакивать на айфонах. Рядом с вами чужой AirTag, возможно, за вами следят, прикинь. А там ребенок просто ходит без понятия, гуляет в толпе. Они такие все на панике. Они следят. В сумках будут сейчас ковыряться. Где этот сталкер положил эту штуку? Вот. Но в целом, раз ты вспомнил бейконы тоже были у Apple, об этом мало кто говорит и вспоминает, но у Apple же есть технология, может быть, ты видел в айфонах когда-то, ты мог получать уведомления о акциях в магазинах. Ты можешь идти по торговому центру, и у тебя выскакивает такой поп-ап, не как смс или еще, а такое именно уведомление системы, что в магазине справа условно там акция. Это тебе там пару настроек надо было включить, и для этого Apple продавал как раз-таки такие штуки небольшие. Их кладешь себе в магазин, и по ним уже телефон может ориентироваться. Они назывались iBacon, по-моему. И даже это до сих пор не работает нормально в мире. Вот я думаю, через 30 лет это, возможно, заработает. То есть, по идее, когда я иду по торговому центру, мне телефон даже сегодня с современными существующими технологиями, уже 10 лет как, может показывать: поверни налево, там классные суши, поверни направо, там у тебя офигенно то-то. Это все давно есть, и это никто не использует. Поэтому и в будущем многое из того, что сейчас показывают, тоже не будет использоваться, я думаю. Но надеюсь, что наконец-то iBacon заработают, и вот эти вот штуки, которые будут тебя определять. Те же iBacon, кстати, это тоже могут делать. Определять, где ты находишься в пространстве, лежа там где-нибудь в соседнем комнате.
Да, ну и тебе их не так много нужно, чтобы определить себя в пространстве очень Да, а точно. прикинь, их государство будет расставлять, а государство будет их расставлять, как бы вместе с камерами. Поэтому ты в любом случае с этим столкнешься, и по сути ты можешь классно ориентироваться, и очки, вот, чтобы ты бегал, и у тебя очки просто для того, чтобы экранчик работал, батареечка. Да, я, кстати, просто сейчас вот, опять же, возвращаясь немножко к метавселенным, я немножко потерялся, потому что я зашел и ожидал вот метавселенные, ну, я решил разобраться, потому что я видел недавно, вот буквально, наверное, месяц назад на каких-то конференциях крупных, то есть все компании-гиганты рассказывали про метавселенные. Я подумал, вот просто Марк Цукерберг их всех покусал, вот просто, ну, сумасшедший. Ну, ты же знаешь, что в Фейсбуке он там просто эту тему лоббирует, а на все остальные темы говорит вот, ну, то есть, прикинь, какая политика в компании. Мы фигачим метавселенную. Зачем? Потому что, ну, Марк Цукерберг хочет. Он просто хочет жить в другом мире. Кстати, вышел... Мне не нравится. Да, но там, где нет ног, и он выглядит как кукла такой. И у него нормальная прическа. Да, и тут вопрос возникает. Ну, если мы движемся туда, то мы вот обсудили. Есть два варианта. Ты эти очки носишь и гуляешь в городе, и тебя стимулирует больше гулять. Но в этом случае... Не то, что стимулирует гулять, это просто тебя без... будет все равно метавселенная подталкивать. И у тебя будет возможность в таких очках ходить и гулять. В виртуальном мире с реальными дорогами, по сути. Да. Я что-то подумал, главное, чтобы потом людей машины не сбивали или какие-нибудь там роботы-доставщики. Ты гуляешь такой. Совсем забыл. Раз мы говорим о VR, я же забыл. Делают же метавселенную на основе настоящего мира. Компания, которая делает, называется Niantic. Говорит тебе что-нибудь? Да, говорит, это же покемоны, и Гарри Поттер, и Майнкрафт. Ну, в принципе, одна и та же игра, просто с разных. Они на основе... И они же сделали тебе вот эти вот игры на основе реальной карты мира. По сути, их метавселенная может стать твоим бегом на улице в очках. Да, и это, кстати, хорошая идея, потому что у них была какая-то прикольная игра по захвату точек, где ты там бегал и захватывал. Крутейшая она была для покемона, не зашла многим. Да, потому что она сложная. То есть тогда был порог входа сложный, неузнаваемый. Но по сути это те же самые покемоны были, плюс-минус. Вот. И я, кстати, вот пока с тобой разговаривал, я подумал, что я как-то играл в настоящий лазертаг, то есть не страйкбол. Потому что я играл долго в VR, у меня был VR, я играл во все игры, которые там были доступны, и остановился только на лазертеке, потому что это мне больше всего там подземелье и драконы была какая-то игра, ты такой спускаешься в подземелье с коллегами и стреляешь там с лука, защищаешься мечом, это было мега прикольно. И лазертег, то есть вот все командные игры в VR были прикольные. Но я подумал, я так в VR играю, а почему в реальности не поиграть? Вот с реальными людьми начал играть, и реально прикольно. Но вот знаешь сейчас, что у тебя условно есть там часы или какая-то борода, которая может тебе там показать, или пускай очки, которые тебе показывают еще какую-то дополнительную вкусняшку, можно игры в реальности сделать очень веселыми, ну просто катастрофически веселыми. То есть даже мини-карту показывать, где там твоя команда бегает. Да. И это было бы с бейконами у всех. Кстати, еще одна штука, которая, мне кажется, ну как бы мы уже разобрались, да, что VR какой-то будет в будущем. Будешь ты дома на проводах все еще, конечно, или он будешь будет на улице бегать, это уже другой вопрос. Может быть и то, кстати, просто мощности разные для разных целей. Геймдев же двигает все. Видеокарты для геймдева, процессоры до того, как и то сейчас это разные процессоры для ИИ, одно для процессоры железа двигали игры, и VR двинут игры. Возьми PUBG условный, возьми Counter-Strike просто в VR-очках на реальном полигоне. Ты просто говоришь, в каком дизайне ты его хочешь отрисовать, там условно прошелся по нему раз, чтобы это все отрисовалось в очках, и потом все играют. Или там заранее подготовлено. Это то, что будет тоже двигать, потому что это возможность, даже одну локацию можно использовать для разных игр, в разных целях, абсолютно по-разному. И игры, конечно же, смотрят на все это, но мы часто VR в основном для игр используем, да, если откинуть метавселенная, которая, да, большинство из них не работает в VR. То есть, как бы, это даже не запускается. Да, это, кстати, очень странно, потому что, когда я гуглил, какие есть метавселенные, я знаю, что их больше 10, да, то есть я не знаю, как они называются, я знаю, что есть компания Meta от Фейсбука, и это вроде бы вот все знают. Да. Вот, оно работает в Oculus, ура.
Да, но никто не знает, что есть другие метавселенные, и я больше верю в компанию Roblox, вот, которая делает свою метавселенную, вот в них я верю. Покупайте акции Обязательно, Roblox. они дорожают постоянно. Да, это компания, которая что дает? Она правильно, она дает конструктор для того, чтобы ты мог легко создавать свои какие-то идеи, миры и так далее. И я вот пока готовился, я подумал, что, блин, для метавселенных самое главное, чтобы люди могли там креативить и что-то создавать. Вот если ты там можешь сам создавать, как в Майнкрафте что-то, так это же круто, вот это круто, и люди там что-нибудь придумают. А еще если вот подключать туда возможность продавать, что-то взаимодействовать. Люди, которые в реальности не могут ничего сделать, например, у них нет ресурсов там каких-то, что-то там тяжело добыть, вот там они могут самореализовываться и иметь ценность, да, перепродавая друг другу и как-то дополнительно получать какой-то value. Да, и Про спорт это вообще супер топово. И ты уже назвал, ну мы одну я назвал, две ты сейчас упомянул. Мы уже назвали 3 самых больших метавселенных современности. Это Майнкрафт, это Roblox и это Fortnite из тех, которые есть сейчас. И еще раз повторюсь, ни одна из них не работает в VR. Ну там Майнкрафт как-то можно запустить, ну их все можно как-то запустить через там, но не работает. Вот, и поэтому я думаю, что именно игры, потому что они всегда работали в VR, для них делался VR, они как бы априори знают, что это и зачем-то. Игры будут тем, что толкнет метавселенная вперед. Крутые игры — это когда на Oculus Quest научится мощнее быть, вот этот, который без проводов, и чуть дольше работать от аккумулятора. Все, это сразу как бы у тебя будет метавселенная внутри игры, у тебя Resident Evil появится условный. В метавселенных. В метавселенных будет работать спорт. Люди так или иначе будут соревноваться там. В чем-то какая-то игра появится. Не знаю, World of Warcraft метавселенная. Fortnite, там что-нибудь в Roblox появится. Но игры. Второе — это креативы. То есть люди, когда смогут что-то там создавать именно, и у них будут понятные какие-то инструменты, вот Roblox как раз их дает, уже сегодня можно что-то делать, то мы можем создавать какие-то ценности и продавать их в VR, и это дает вот как раз вот этот какой-то креатив экономика, которая делает виточек через всякие там твиттеры, инстаграмы, NFC и так далее. И мы приходим к тому, что мы тот же самый механизм можем переложить в метавселенные, и люди смогут в одной какой-то или в нескольких метавселенных общаться. Блин, ну тогда нужен бридж, понимаешь? Должен быть какой-то агрегатор метавселенных, чтобы обязательно перекидываться будет, ценности. обязательно. Можешь не сомневаться. Банк какой-то. Будет метавселенная, где могут встречаться аватары из разных метавселенных. Я прям не сомневаюсь вообще ни разу. Перепродавать Да, ты из аватаров. Fortnite заглянешь в мету и такой: йоу, Цукерберг. И ты с ногами, а он без. И ты такой: йоу. Да, и по сути, для чего это всего? Для того, чтобы людям не было скучно. И третий кейс, метавселенные могут быть с VR, без VR. Когда вы гуляете по городу, это уже, наверное, AR, да, с расширением каких-то возможностей в городе. И это могут быть игры, расширяющие ваши возможности в городе, вот эти носимые VR-штуки. И тут ты говорил про Oculus, и то, что он, если он станет там круче, быстрее и так далее, что это вот вообще взорвет. А сколько он вообще держит? Слушай, заряд? я не знаю, сколько он сейчас заряд держит, если честно. Ну, что-то говорят там около 1,5 часов. Ну, мне кажется, зависит от игр. Какой-нибудь Beat Saber, наверное, держит меньше, какой-нибудь, больше, вернее, какой-нибудь там стрелялка там тоже есть у них, она, наверное, держит поменьше. Но самые жесткие игры ты все равно играешь по кабелю все еще. То есть тебе приходится покупать этот, да, Oculus Link кабель, подключаться к компьютеру, играть что-то серьезное. И это тебя останавливает на самом деле во многом. Ну, как бы, не всегда есть компьютер, не всегда хочется в зале где-нибудь, а тебе надо, например, в комнате, где у тебя игровой компьютер, потому что по-другому никак, прости. Вот это вот все. Ну да. Это их сильно сдерживает. Кстати, я... И размер, вот как-то, он слишком большой. Блин, ну слишком громоздкая, непрозрачная конструкция. Вот HoloLens прозрачный, он еще больше. У тебя вот эти линзы прозрачные такие в HoloLens от Microsoft стоят. Ты такой, как муха, знаешь, только без крыльев. Так, ох, там. Оно такое себе. Это новый HoloLens старые такие. Ну, он первого-второго поколения. Второго у него уже поменьше вот эти темные крепления, но стекла все равно вот такие. Прям такой. Но они что-то проекцию кидают на стекла, они по-любому будут большие, они не смогут это уменьшить. Вот пусть стараются, и когда они наконец-то смогут это сделать, то тогда наступит счастливое будущее. Ну и это, я думаю, что Oculus будет здесь немножко впереди, потому что даже HTC Vive
индекс, который, Valve индекс от HTC, он всегда проводной. У него нет вот вообще у хорошего беспроводного режима. Подожди, я видел у Valve там есть какой-то модуль, который делает очки беспроводными. Ну, это я про то, что ты не получишь ту же картинку. То есть это... Одни будет та картинка? У Valve же сильно круче дисплей и все. Он прям очень лучше с точки зрения железа. Но для того, чтобы вывести картинку более высокого разрешения, тебе надо еще более мощное железо, соответственно. Вот. Поэтому с Valve все очень тяжело. Они привязаны к мощному железу. Иначе получается говно. Вот. А Oculus сделан для говна и возможность из мощного железа чуть говно улучшить. Понимаешь? Кстати, я сейчас вот еще подумал, эту же технологию почему-то вот еще... Она почему не популярна? Потому что она дорогая. То есть это же все очень дорого. То есть я вот представил... Ну, давай вот возьмем кинотеатр. Вот ты приходишь в кинотеатр, и всем дают Oculus, и все сидят, смотрят фильм в Oculus. Или как-то там взаимодействуют. Вот просто все одели, всех 3D, вот полное. И ты такой контент туда сейчас не можешь произвести, потому что он дорогой получается сам по себе. И получается у тебя с двух сторон производство контента или метавселенных, оно дорогое, поэтому они, наверное, без ног бегают, потому что сложно париться, там люди с разным ростом, с разными руками, с разными пропорциями, масштабами. И вторая часть, у тебя само оборудование, ну, если мы говорим про масштаб хоть какой-то, больше одной комнаты, но это очень дорого. Слушай, ну, такое дорогое развлечение. Вот этот телефон стоит как 3 Oculus. А это iPhone, да даже не прокачанный, базовый. И он стоит как 3 Oculus Quest. Вот. А компьютер, если ты хочешь видосик в нем смотреть, ему компьютер для этого не надо. Он тебе прекрасно видосик и так покажет. Это даже не игра сложная. Поэтому железо, ну, оно стало сильно дешевле. Не то чтобы оно дешевое, понятно, что это не что-то для средней белорусской зарплаты. Это и есть средняя белорусская зарплата месячная, понимаешь? То есть тебе надо не есть, не пить. Один Oculus. Да, вот. Поэтому понятно, что это, ну, относительно дорого, но для стран, где заработки больше, это просто супердоступная штука. Это как дешевое мобильное устройство. Дешевый мобильный телефон Huawei, условно, или Xiaomi, и ты вместо них Oculus можешь взять. И они же были sold out долго, они до сих пор не везде, что прям есть в наличии, потому что они как только появляются, народу берут. Серьезно? Офигеть. Я не думал, что на них сейчас такой спрос. Я думал, что это все еще гиковская тема. Сейчас достаточно большой, но уже там появляются. Та же мета, ее когда как будто бы релизнули, хотя ее еще не релизнули. Туда сразу народ поломился, пошли покупать. Потом вышла там какая-то игра, там какая-то нормальная игра вышла, народ кинулся покупать. Плюс квест, видишь, он уже способен и без провода, и за 40 евро провод докупил, и ты вообще красавец. И люди на это повелись и начали покупать, и он достаточно популярен. То есть они есть, индекс есть поменьше у кого, он там 1000 стоит, никто не хочет 1000 платить, да, лучше iPhone купить. Он тоже VR умеет, если надо. Вот. Но если вот подешевле, квест берут. Квест стоит 350 евро, самый дешевый. Как бы вообще. А он к телефону не коннектится? Никак, или к сожалению. Не, ну, кстати, я не знаю, у меня же его нет. Но мне самому интересно, как туда игры закачивать, если у меня, например, нет компьютера. Возможно, что мне придется идти к товарищу с компьютером, закачивать туда игры и потом только в него играть. И могу ли я это с маком сделать? 7. У меня вопрос. Да, это большая вероятность, что нет. Большая вероятность, что нет. Хотя, опять же, мы в прошлый раз с тобой говорили о том, что железо же тоже меняется, да, то есть сейчас появилась возможность производить игры под все, под Mac, под все что угодно. Steam перевез там очень много всего на Mac. Linux тоже достаточно игровой становится потихоньку. Ну, там шажочками. Даже гаджеты, вот эти PlayStation от Steam, который вышел, PSP какой-то, Steam Deck тоже вроде бы крутой, на него очень хорошие отзывы. Мы, опять же, очень кажется, что мы идем в какой-то мир, где люди будут играть в игры, и мамы не будут ругать за это. И это будет как бы общее, как это сказать, общепризнанно, типа, нормально играть в игры, и это, типа, норма жизни. Ну, звучит так, потому что, очень много... Слушай, самое забавное, что и это тоже такой виток, только он стал глобальным. В Корее такая тема с конца 90-х, понимаешь, там это большие звезды с миллионными гонорарами, играют там в StarCraft, радуются жизни. А мир к этому дошел не так давно, но это на единичном уровне. Доту выиграли в Counter-Strike чемпионы, и в принципе, все. Вот. А в будущем, конечно, спорт, мы уже, не знаю, с тобой обсуждали, не с тобой, спорт останется, но спорт станет супер нишевый. Ну, то есть глобально футбол, например, он сам по себе изменится, он станет короче, не будет 90 минут. Об этом уже даже УЕФА говорит, что людям скоро будет скучно смотреть 90 минут.
Поэтому футбол, ну, спорт станет быстрее, потому что люди привыкли быстро потреблять информацию, и станет супер нишевым и супер дорогим при этом. Но зато появится виртуальный спорт, ты сможешь в футбольчик в фифе быть одним из игроков в VR условном и бегать по полю, как будто ты Роналдо, и прокачивать свои скиллы за денежку там, чтобы ты мог с правой ноги лучше, чем Роналдо. Да. Так что вот такой будет спорт, кстати. И бегать все будут. Потому что VR будет тебе говорить, ты долго сидишь. Сейчас даже Apple Watch об этом говорит. Долго сидишь, беги. Поэтому... Ну, сейчас вообще мы повернулись к тому, что люди стали беспокоиться о том, что они делают, что они едят, да, то есть есть какое-то такое вот осознание того, что нужно как-то по-другому жить. И очень прикольно то, что мы говорили в начале, что технически необходимость хуярить, давай так, она снижается, и, возможно, мы получим, ну, у тебя в Голландии уже 4-дневная рабочая неделя. Пользуешься этим? Ну, у меня, я ж потеряю, ты же зарплату тебе не сохраняет при этом. Ты можешь, тебе никто не откажет, но ты теряешь 20% зарплаты, потому что на 20% меньше работаешь. Поэтому мне надо, чтобы зарплата выросла на 20%, и тогда я смогу такую себе штуку провернуть. Хотя она с тех времен, как это появилось, выросла на 20%. И я ничего не провернул. Поэтому это... То есть не работает. У меня 150 часов отпуска еще осталось. Я, в принципе, могу каждую неделю по одному дню отпуска брать, и у меня будет 4-дневная рабочая неделя. Я так делал уже в прошлом году. 150 часов отпуска? Прикольно, прикольно. Ну что, вроде бы мы эту тему хорошо обсудили, я думаю, достаточно так плотненько. Слушай, я единственное ремарку сделаю к твоим последним словам, Давай. что люди стали заботиться о чем. Это у тебя окружение такое, как и у меня, и это в кино показывают. Если ты, не знаю, как сейчас в Беларуси, давно не был, но если ты сейчас выйдешь в Нидерландах и пройдешь по Амстердаму, по центру или где угодно просто, в любом районе с любым видом жителей, столько толстых ты не видел давно. То есть людям насрать вообще на свое здоровье, как мне кажется, да? И это проблема, которая поменяется в будущем обязательно, когда будет вот этот безусловный базовый доход, когда у людей не надо будет им думать о том, что есть, потому что все-таки это проблема того, что мы едим и в том, в каком образе жизни мы живем, потому что люди все время заняты добычей денег, добычей еды, еще чего-то. Когда у тебя будет еда и она будет нормальная, то тогда мы все начнем об этом думать. Но пока это скорее проблема айтишников, которые хорошо зарабатывают, или других любых людей, которые хорошо зарабатывают. Там в деревне никто не парится, какого он веса и как он выглядит. Да? Ну, там до какого-то возраста, наверное, из-за фильмов в телевизоре парятся. Но потом, когда наступает время работать, то тебе уже некогда об этом думать. Так что вот с этим не соглашусь, но соглашусь, что в будущем все этим будут париться. Вообще все. Потому что заняться тебе будет нечем. От безделия. И ты будешь думать о себе красивом, хорошем, молодом. Лечить болячки, бегать, есть хорошую еду и там нюхать цветочки. Вот. Но сейчас мы живем в мире, в котором слишком много людей бедных, я хотел сказать нищебродов, но боюсь, что если нищеброд, если люди будут это смотреть, они могут обидеться. Но тут как бы не то чтобы нищеброд очень обидно, а людей ниже нормального достатка по мировым меркам. То есть не нормального по белорусским или российским, а по мировым. Вот тогда мы преодолеем барьер хренового здоровья. На этой веселой ноте будем заканчивать, потому что не будьте нищебродами, вот, получайте выше среднего, если не получаете, вспомните, вот мы тут про технологии говорили, мы какой-то вектор вот проложили, куда оно будет двигаться, и я думаю, на самом деле мы очень плюс-минус угадаем. То есть, возможно, это будет не метавселенная, будет по-другому как-нибудь называться, может, какой-то другой продукт. Но принцип останется такой же. Мы будем двигаться вот в эту игровую какую-то механику, которая будет как бы нас стимулировать, тратить свое время на вот это вот. Потому что будет, чтобы мы не скучали. То есть мы так или иначе со временем придем к миру, в котором будет скучновато. И начнем париться о здоровье и прочем. Так что оставайтесь с нами, зайдите, посмотрите на ссылочки, там канал Миши и всего такого. Много контактов, очень интересный контент, так что присоединяйтесь, а мы побежали. Все, пока-пока.